Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы разберем диагональные буквы или буквы с диагональными элементами, а также разберем инструмент Pen. Нарисуем латинскую букву A. Как мы помним, большинство треугольных букв должно иметь небольшую оптическую компенсацию сверху. Обычно это где-то в районе 5, может быть 10 юнитов над линией прописной буквы, для того, чтобы она визуально смотрелась по массе такой же, как и остальные буквы. Это делается не всегда, и чем более треугольный и острый угол у нас сверху, тем это более заметно и более необходимо. Но когда мы говорим про какие-нибудь жирные символы, у которых сверху треугольник срезан, это уже делать не столь обязательно. Если мы посмотрим на наш образец, то здесь есть небольшой выступ, но возможно это просто смещение самой буквы относительно всего ряда. Но в целом здесь делать это, наверное, даже не обязательно, потому что она смотрится достаточно массивно. Но если мы посмотрим на пример шрифта, который также основан на журнальной рубленой, то мы увидим ощутимую разницу между очень сильно треугольными буквами слева и более такой урезанной треугольной буквой М справа. То есть в зависимости от того, какой у нас общий характер, общее настроение шрифта, мы либо сверху и снизу в центре, как мы здесь видим слева, делаем компенсацию, либо просто-напросто ее не делаем. В нашей версии журнальной рубленой эта буква у нас будет иметь стандартные 700 UPM по высоте. Ну, просто потому что сверху она не такая острая, как мне кажется. Поэтому что я делаю? Я беру образец, создаю ячейку буквы A, создаю маску, Ctrl-H, и вставляю сюда образец и его вытягиваю по высоте до 700 UPM. Таким образом, чтобы она у нас попадала полностью вот в высоту от верхней прописной линии до базовой линии. Возвращаемся на обычный слой и включаем ее отображение. Для того, чтобы нарисовать эту диагональ, нам потребуется инструмент Pen. Выбрать его можно, нажав клавишу P английскую, либо выбрать на панели Toolbar. Вот он находится. Ставим точку, повторяем контур нашей буквы и соединяем начальную точку контура с конечной. Таким образом мы закрываем всю эту фигуру, она у нас заливается черным цветом, и теперь нам можно ее немножко подредактировать, сделав примерно вот так, чтобы она у нас более-менее повторяла оригинальную форму. Если мы посмотрим на нашу диагональ, то мы увидим, что начальная точка, которая окрашена в синий цвет, имеет стрелку. Стрелка у нас смотрит внутрь контура. Обычно она в шрифтах смотрит наружу. Это такой более общепринятый вариант направления контура. Поэтому сделаем его реверс через правую клавишу мыши, реверс контур. Все, теперь она у нас смотрит куда нужно. И когда мы будем соединять два разных объекта между собой, они будут складываться, потому что они имеют схожее направление. Также вы можете подумать, а зачем мы нарисовали одну половинку, если мы можем нарисовать сразу две, и в целом, и даже диагональ сразу нарисовать, и буква будет готова. Это не очень хорошо работает, когда мы говорим про вариативные шрифты, потому что когда мы начинаем интерполировать разные значения между узким и жирным, в местах пересечения они могут давать не очень корректные и не очень аккуратные результаты. Поэтому обычно я делаю вот с таким наплывом, и таким образом при интерполяции получаются у нас более аккуратные результаты. Инструмент контур, который мы с вами выбрали до этого, занимается тем, что позволяет нам передвигать вот эти узлы так, чтобы получился рисунок наиболее удачный. Мы можем выбрать любой из этих узлов и пользоваться стрелками клавиатуры, но так или иначе мы сейчас с вами подобрали примерно более-менее симпатичную форму этой диагонали, теперь нам нужно ее продублировать. Для того, чтобы ее продублировать, нам нужно не сам контур скопировать, вставить, как-то его передвинуть, допустим, вот так, отзеркалить и так далее. Нам нужно сделать это полностью с элементом, для того, чтобы они были взаимосвязаны. Что нам для этого нужно? Нам нужно переключиться на инструмент элемент, это черная вот такая стрелка. Мы помним, что элемент состоит у нас из контура, и мы это видим здесь по количеству узлов. Нам нужно его продублировать. Что нам для этого нужно сделать? Мы можем просто его отзеркалить, продублировав. Первое, что я делаю, я его копирую, нажимаю Ctrl-A или тыкаю в него, он у нас подсвечивается такой синей обводкой, и теперь я могу его скопировать. Я жму Ctrl-C, Ctrl-V, клавишу W нажимаю, чтобы она у меня отзеркалилась, и теперь я могу его сдвинуть зажатым Ctrl и стрелками в сторону. Ну, чтобы не делать это по одному пикселю, я могу зажать Shift, делать это по 10, либо по 100 юнитов. Вот, сейчас я передвинул, у меня получилась достаточно такая полноценная зеркальная копия этой диагонали.
Посмотрев на панель Elements, мы видим, что у нас теперь два контурных элемента отдельных. Они имеют отзеркальный по горизонтали вид. Это мы видим по настройкам этого элемента. Если вы не видите это поле, то нажмите сюда, и можно еще вот сюда на стрелочки нажать. Вот панель Transform нам пока не нужна. В общем, вот так выглядит два независимых элемента. Теперь что мы можем сделать? Мы можем их видоизменить. Переключаемся на инструмент контур, нажимая клавишу А, либо вот сюда. Теперь я могу его немножко там подвигать, чтобы изменить его рисунок. Но изменяется рисунок у нас только в одном варианте диагонали. Почему? Потому что они у нас между собой не связаны. Поэтому нам нужно исправить эту проблему. Что мы для этого делаем? Выбираем элемент Tool, удаляем ненужную диагональ, выбираем ту, которая нам нужна, Ctrl-C, и теперь нам нужно вставить ее не как обычный элемент, а как взаимосвязанную между этими двумя образцами такую цепочку. Что для этого сделать нужно? Edit, вставить элемент Reference или Ctrl-Alt-Shift-V. Вставили, они у нас вот появились, два элемента. Теперь здесь появилась циферка 2, говорит нам о том, что этот элемент повторяется два раза во всем этом шрифте. Если он повторяется еще и в других буквах, тогда эта цифра будет еще больше, но конкретно здесь у нас их две штуки. Мы его вставили, выбираем любой из них, нажимаем W, он у нас по горизонтали переворачивается. Теперь мы видим в информации дельты, так сказать, он нам показывает его положение относительно оригинального глифа. Зажимаем, выбираем этот элемент, клавишей Ctrl и стрелками сдвигаем его на 100 юнитов в сторону. Теперь немножко подвинули, нажимаем пробел, вот она у нас, две диагонали в форме такой вот интересной фигуры появилась. Теперь что мы делаем? Выбираем снова контур-элемент, инструмент контур. И теперь, когда мы их двигаем, они у нас обе взаимосвязаны. Теперь мы можем делать все, что угодно, и они у нас будут синхронизированы между собой. Я уже рассказывал об этих инструментах и о элементах, о компонентах, и ранее рассказывал, и в отдельном видео, которое выпускал несколько лет назад, тоже об этом говорил. Поэтому, если вы еще до сих пор его не видели, обязательно пересмотрите, вам станет все гораздо понятнее. А дальше заострять внимание на этом я особенно не буду. Так как горизонталь буквы А – это отдельная часть этой буквы, мы не можем ее нарисовать в одном из этих двух элементов, потому что они у нас взаимосвязаны, они дублируются и повторяются. Если я возьму инструмент прямоугольник и нарисую это в одном из двух элементов, то они у нас точно так же продублируются, и это в целом, конкретно здесь нам не нужно, потому что это лишний объект. Поэтому я его удаляю, любой из них, они у меня удаляются в двух местах, и создаю новый элемент, в котором я нарисую. То есть это будет у нас третий по счету элемент, в котором уже будет вот эта перекладина. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно либо нажать плюсик и выбрать контур элемент, либо на Windows нажать Ctrl-Alt-Shift-S английской, и создастся новый пустой элемент. И теперь в нем мы уже можем нарисовать эту перекладину горизонтальную, и тогда буква А у нас будет уже более похожа на себя. Выбрал пустой элемент на панели Elements и делаем ее, допустим, вот такая. Она у нас будет. Нажимаю пробел, все, буква А похожа на то, что мы с вами брали за образец. Для того, чтобы соблюсти баланс толщин наших букв, которые мы только что нарисовали, нам бы в идеале поставить рядом с буквой А, которую мы до этого делали, другие буквы. Это в данном случае буква H и O. Мы выбираем любую из них, тут неважно, переключаемся на режим текст, и теперь мы ставим рядом, как в режиме обычного редактора текста, буквы, которые нас интересуют. А, О можно там вот так это не то, вот так, то есть просто что-то рядом поставить, чтобы было с чем сравнивать. И если мы сейчас посмотрим на эти буквы, которые мы с вами набрали, мы ощущаем, что буква А или буква A латинская, которую мы нарисовали, но она более светлая, более такая заметная на фоне достаточно увесистой буквы О, буквы H и так далее. Поэтому нам нужно исправить эту проблему, чтобы общий ритм, общее насыщение этого шрифта было более связанное между собой. Поэтому давайте исправим эту проблему. Удаляем все лишнее, то, что нам здесь сейчас не нужно. И переходим из режима текст в обычный режим редактирования. Выбираем Ctrl-T, у нас все отключилось. Переключаемся в букву A, и теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эти диагонали, маска нам сейчас особо не нужна, совпадали по массе с вот этой вертикалью и этой горизонталью. Вот это тоже нам надо учитывать. Обычно диагональ — это нечто среднее между толщиной горизонтали и толщиной вертикали. Если у нас вертикаль имеет 170,
а горизонталь имеет 160, то средняя должна быть где-то примерно такая. Что мы можем сделать? Ну, наверное, маску все-таки включим, чтобы примерно так общую конструкцию понимать этой буквы. Мы начнем вот так вот, выделив вот этот сегмент, начинаем немножко раздвигать. Как правило, верхняя часть, из-за того, что там две сливаются, нужно, чтобы она не так сильно была такой массивной, такой темной. Нам желательно ее сделать полегче. То есть, если я, например, снизу сделаю ширину 170 юнитов, то сверху желательно сделать, ну, хотя бы 160. А вообще, зачастую, нижняя часть, она даже бывает шире, чем вот эта вертикаль. То есть, например, 175 самая нижняя часть и 165 самая верхняя. Но я оставлю, наверное, так, чтобы проще вам было ориентироваться. В будущем это уже визуально правите, и когда мы потом будем делать своего рода аудит нашего шрифта, мы будем смотреть на соотношение, баланс толщин, на места примыкания разных контуров, чтобы нигде ничего не чернило, нигде ничего не было слишком светлым, поэтому пока просто в качестве пробы оставляем так. Нажимаем пробел, мы видим, что вот да, у нас теперь вот эта диагональ, она по массе больше похожа на то, что мы с вами имеем. В принципе, нас все устраивает, но у нас получилась очень тонкая горизонталь. Это проблема, ее нужно тоже исправить. Что мы делаем для этого? Во-первых, она у нас имеет высоту 119, округляем до 120. Как мы помним, здесь у нас идет горизонталь 160. Что мы делаем? Мы берем и эту горизонталь делаем тоже 160, перекладину. Зажатым Ctrl рядом с этим контуром мы можем выделить весь контур и приподнять его повыше. Примерно так, как на образце. Нажимаем пробел, и что мы видим? Я думаю, вы обратили внимание, что несмотря на то, что мы сделали все правильно, наша перекладина имеет такую же толщину, как и перекладина в букве N. Эта перекладина сильно выбивается. Она достаточно массивная и, смотрится не очень. Поэтому иногда нам нужно отходить от тех параметров, от тех размеров, которые мы с вами изначально заложили в шрифт. Поэтому здесь я сделаю ее чуть-чуть полегче, чтобы вот это внутреннее белое, которое мы видим достаточно в ограниченном количестве, немножко высвободить так, чтобы она хорошо смотрелась с большим вот таким вот белым в букве О. Поэтому что мы делаем? Мы делаем ее толщиной, например, пускай будет 150. А еще можно ее дополнительно расширить, вот эту белую часть, раздвинув верхние части. То есть не обязательно, чтобы они были настолько треугольные, как в нашем оригинале. Мы можем просто выбрать одну из диагоналей и немножко ее вот так расширить. На глаз. Тут уже не столь важно сколько. Также мы размер. Видите, у нас размер диагонали изменился. Я его снова верну к тому, что у нас уже было. Вот здесь тоже можно расширить. Вот это вот. Можно даже ее немножко приподнять. Вот. И в целом уже более-менее такая вот не сильно выбивающаяся буква на фоне остальных. Если мы зажмем пробел, то у нас включится временно режим заливки. Но если мы хотим работать в режиме заливки на постоянной основе, иногда бывает удобно зажать Shift пробел. И у нас включается режим заливки, но при этом все инструменты, все узлы, рукоятки и так далее нам доступны. Но я так не работаю обычно, я и соседние буквы сделал редактируемыми через Edit и Cross Glyph, поэтому я Shift пробел нажимаю и отключаю этот режим. Маску я пока скрою, нам она не нужна. В общем, теперь я могу переключиться на режим текст и клацать по клавише из существующих букв, делать вот то, что нам нужно. Как мне кажется, наша буква получилась достаточно широкой из-за того, что мы увеличили наши диагонали. Поэтому я бы сделал ее чуть-чуть поменьше. А на какой размер мне нужно сделать меньше? Для себя я решил, что размер буквы А это будет нечто среднее по размеру, по ширине между буквой H, которая у нас слева, и между буквой O, которая у нас справа. Если мы посмотрим на наш стикер, который мы до этого делали, то здесь видно, что размер и ширина, точнее, буквы H 610, а ширина буквы O 740. Поэтому для себя я решил, что пускай она будет у меня шириной 690. Как мне теперь проверить, какой у нее действительно есть размер? Мы переходим в нее, маска нам сейчас не нужна, можно ее выключить. Если я нажму Ctrl-A, я не увижу размер актуальной этой буквы, потому что я вижу размер только текущего элемента. А раз у нас их здесь 3,
все это вместе складывать, что-то там вычитать, это неудобно. Это самый простой вариант. Выбираем любой из элементов, кликаем на вот эту иконку информации, видим, что размер этой буквы у нас 737, то есть даже некратное число. Поэтому что мы делаем? Мы решили делать 690, поэтому давайте приведем к такому значению. Но, во-первых, нам нужно ее немножко сдвинуть, чтобы у нас получилось кратное значение. Допустим, 740 сделаем. Я даже 730. Если я выберу любой из этих элементов обычным инструментом контур и сдвину на 7 юнитов в сторону, чтобы у меня, по идее, должно было получиться 730, и снова нажму на I, я увижу, что у меня стало 725. Почему? Потому что когда я сдвигал вправо левую диагональ, так как у меня правая диагональ зеркальная, она вместе с этим движением сдвинулась в противоположную сторону, то есть они друг на друга нашли. Вот так. А значит, как бы результат получился не очень. Вот чтобы этого избежать, нам нужно передвигать это инструментом элемент, потому что тогда он будет двигать не содержимое этого контейнера элемента, а весь контейнер. Что для этого делаю? Выбираю инструмент элемент, выбираю любую из этих диагоналей, мы видим, что она подкрасилась синим цветом, значит это режим элемента. И там у нас было, по-моему, 725, поэтому я делаю 1, 2, 3, 4, 5 влево на 5 юнитов. Переключаюсь на режим контур тула, жму I, все, 730, отлично. Нам нужно 690, поэтому что я делаю? Я просто беру, выделяю контур тулом 2 нижние точки, 2 нижних узла и зажатым шифтом раз-два по стрелке делаю, они у меня сузились. Проверяю. 690, как я и хотел. Теперь нам нужно подстроить размер самой диагонали. Сверху 690 не устраивает, снизу чуть-чуть я сделаю поменьше. Вот. Здесь так. Здесь, соответственно, точно так же. Здесь мне делать ничего не нужно, меня все устраивает. Примерно вот так выглядит наша буква А. Такая она у нас будет в шрифте. Я бы, наверное, ее немножко даже вот так еще раздвинул, чтобы она не так сильно была тяжелая, вот такая темная сверху. Снова редактируем контур, немножко проверяем наши пропорции диагонали. Все, 160 сверху, 170 снизу. Нажимаю пробел. В таком виде она меня предварительно устраивает. Это все остальное уже дело вкуса. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.